Всем героям большой-большой привет, с вами на связи снова Импреза. Сейчас постараюсь вам рассказать о тонкостях кошмара, как я его проходил, какие методы, экипировку там и камни героев использовал. Огромное спасибо хочу выразить еще раз благодарность игроку Спуди. Все мы его знаем как пользователя с псевдонимом L5 в нашем игровом чате в Телеграме. Он дал основу, от этой основы я оттолкнулся и потихонечку пошел дальше. Условно кошмар можно разделить на три части. Это с 1 по 120 уровень и все, что идет со 121 и до конца. Также можно выделить третью часть, это карты коридорного типа. Они имеют немножечко другой характер прохождения, но в целом суть становится уже понятной к тому моменту, как вы дойдете до первого коридора, вам уже в целом будет более-менее все ясно. Проходил я вот в таком сете, использовал ботинки рыцаря, чтобы у нас был иммунитет к замедлению. Также на руках у меня были рыцарские перчатки, побольше защиты, побольше регенерация, здоровье плюс 5%, а все остальное было использовано от мага. Это нужно для того, чтобы у нас работало замедление врагов, чтобы до нас враги не добегали. Это будет для вас актуально и в самом начале, и в середине, и в конце кошмара. Также в картах коридорного типа возможно. Но если вы испытываете какие-либо прям вот совсем трудности, вас вот просто жрут и все, то также вы можете попробовать использовать такой набор. То есть вы берете полностью, одеваетесь в рыцаря и ставите камни на регенерацию и камни на уклонение. Естественно, верхний ряд я не менял, оставлял продолжительность ульты заряд, слабость уязвимость, снаряды физмаг. Здесь догонял до 40%, ставил скорость перезарядки камнями. То есть, если мы зайдем вот сюда и посмотрим здесь, у нас перезарядка будет вот почти 40. То есть 40 это идеал, это нужно для того, чтобы эту книжку на перезарядку, ее чтобы не использовать и не брать. Потому что нам будут нужны другие книги. Но с 1 по 120 уровень, в принципе, пройти не проблема. То есть мы с вами берем, я вот заметил, что чокнутый техник, он в принципе неплохой в этом плане. У него есть хороший скилл, который помогает нам в прохождении уровней. Этот скилл называется перегрев, то есть он у нас увеличивает скорость передвижения и сокращает время перезарядки на 20% на 5 секунд каждые 11 секунд. То есть каждые 11 секунд у нас такой некий турборежим на определенное время включается, и это дает нам возможность убежать от врагов. Бегать нужно определенным образом тоже правильно. То есть мы с вами, я вам сейчас покажу тактику, выберу именно чокнутого техника. Вы можете проходить до 120 уровня, ваша задача просто выжить. Нету цели у вас нанести колоссальное количество урона. Нам нужно что? Нам нужно просто закрыть карту. Для этого нам нужно правильно бежать и правильно одеться. Все, здесь больше ничего не нужно. То есть мы берем того, кто покрепче, и того, кто побыстрее. Вот, например, люди, некоторые игроки проходят рыцарем, но мне он не понравился тем, что у него занижена скорость передвижения. Да, после 120 уровня это будет уже не актуально, он все равно будет бегать так же, как и все. Но до 120 уровня будет немножко тяжеловато. Я там поначалу бегал, наяривал круги, это не совсем правильно. Вот темный паладин мне очень понравился тем, что у него есть защита, тем, что у него нет ограничений по скорости, то есть он бежит в целом, как ему нужно бежать. И по камням, что можно поставить здесь? Здесь, в принципе, ну, по экипировке, вот она такая вот, ну, как универсальная, такой стопроцентный вариант вот в этом плане. По самоцветам до 120 уровня можно сделать вот так, то есть мы
убираем все вот эти камни, которые нам дают прирост в атаке, и ставим передвижение на максимум. Все, что у нас есть. Где оно? Вот здесь. То есть мы ускоряемся, прибавляем скорость. И сюда можно воткнуть да все что угодно, разницы никакой нет. Ну поставим регенерацию, бог с ней, пусть она будет. Можно ее не ставить, можно ее убрать, можно поставить, к примеру, область, если мы играем за чокнутого техника. Наша с вами задача, повторюсь в очередной раз, это просто правильно бежать и не натыкаться на врагов. Это все, что нужно знать. В целом прохождение кошмара, оно отталкивается именно от той тактики бега, которую вы будете использовать. Книжки я также использовал, в принципе, плюс-минус одинаковые на всех персонажах. Здесь у нас возьмем вот так. Обязательно берем лед. Пусть будет книга области, ладно, будем ее прокачивать. И вот смотрите, сейчас... Для наглядности вы будете видеть путь, который я пробегаю. Это вот вам мины сейчас будут помогать. То есть нужно бежать сначала в правый верхний угол, потом нужно бежать в правый нижний угол. То есть все просто бежим зигзагом. Если рогатки нет, то в принципе ничего сложного, ничего страшного в этом нет. Можно обходиться стандартным набором палок. Что мы и сделаем. Давайте хорошо возьмем бумеранг. Возьмем арбалет, кузница которого должна быть прокачана на то, чтобы арбалет у нас замораживал. И я бы взял сейчас, наверное, удвоение для того, чтобы снарядов было больше, чтобы вы видели, как у нас проходит этот путь. И здесь что важно понимать? Важно понимать, что если мы, допустим, бежим с вами неправильно, то с правой части экрана мобы будут выбегать. Если мы бежим правильно, то мобы не выбегают, и соответственно у нас наша задача остается только в том, чтобы просто пробежать до конца. Если мы будем делать плавные развороты, в тот момент, когда мы будем разворачиваться, с правой стороны, как вы заметили, будет появляться моб. Моб этот у нас будет кусать большой кусочек нашего здоровья. Нам это не нужно. Нам нужно именно бегать резко. Совершать такие вот резкие смены направления. Если хоть чуть-чуть у нас рука дрогнет, что-то пойдет не так, то все, пиши пропало. Ну, хорошо, если мы этот момент, если мы его переживем, и ничего в этом страшного не будет. Если мы его не переживем, то, соответственно, нам придется либо проходить заново, либо вот так сделаем. Либо надо будет проходить заново, либо возрождаться. Но... Опять же, повторюсь, это все будет у вас длиться до 121 уровня, ну, исключая, конечно, карты коридорного типа. То есть видим четко по снарядам, да, по вот этим минам, которые остаются, мы с вами бежим. Нам пофигу вообще на урон, наша задача просто пробежать. Все, вот просто бежим и все. По книжкам. Здесь можно добавить также вот в пустой слот, это книга уклонения. Если мы ее с вами не возьмем, то ничего страшного. Самое главное взять книжку жизни, книжку брони. Обязательно нужно будет взять лед, арбалет. Бумеранг он оглушает. Вместо молний можно взять бомбы, которые также оглушают при прокачанной кузнице. Если у вас есть какие-то палки, которые вы выбили в других событиях, то можете, конечно, поставить их. Тут надо смотреть и отталкиваться от того, что у вас есть. В общем, суть сводится к тому, что до 121 уровня нужно просто убежать, не дать к себе подойти. А после 121 уровня уже постепенно нужно как-то вот стараться балансировать между защитой, выживаемостью и нанесением урона. Ну, лучше будет, если вот в этой шкале
как бы слева, допустим, представим, что у вас идет выживаемость, справа урон, и вот так вот мысленно ее пополам попилить. Лучше мы, если будет у нас вот этот ползунок ближе к урону, то есть про выживаемость не забываем, стараемся себя как-то защитить, но и урон тоже играет у нас немаловажную роль в прохождении кошмара. И в принципе, что еще, какие моменты нужно понимать? То есть, если, допустим, на нашем пути встречается какое-то препятствие, то мы его ни в коем случае вот таким образом не оббегаем, потому что это будет ошибкой. Если мы в него упираемся, то мы либо продолжаем бежать, либо просто меняем направление. Здесь, в принципе, сложного ничего нет. То есть, если мы в какое-то дерево упремся, оно, вот видите, мы его просто дальше пробежим. Но если мы упираемся во что-то другое, что не дает нам такую возможность сделать, просто его не оббегаем, а просто меняем направление. С этим, в принципе, мы разобрались. То есть самое главное — это научиться бегать. Палец должен привыкнуть, и никаких проблем не будет. То есть мы бежим вот таким вот четким ровным зигзагом, добегаем до мобов, меняем направление. Добежали, поменяли. Добежали, поменяли. Добежали, поменяли. Все, это все, что нужно знать. Вот такие синусоиды мы не рисуем. Это будет ошибкой, это будет неправильно, поэтому стараемся бегать четкими линиями. Если не будет получаться, будем рисовать вот такие синусоиды, справа мобы выбегают и нас будут кусать. Нам это не нужно. Все, то есть наша задача просто научиться правильно бегать. Уже после этого можно будет ставить какие-то эксперименты, какие-то пробы делать. Есть еще один полезный момент. Обратите внимание на вот эту точку, которую я держу. Вот она внизу, вот сейчас где книжки показываю. В момент, когда я взял, сейчас вот повысился уровень, я палец не отпускаю. У меня после того, как я сейчас выберу книжку, он как бежал, персонаж, так он и будет бежать. Если я палец отпущу, то, соответственно, он остановится, и на какую-то долю секунды я сделаю, получается, остановку. То есть я не продолжу бег. Соответственно, мне нужно будет заново прикладывать палец к экрану и заново как бы подстраиваться под ту волну, которая у меня была. Ну вот сейчас попробуем. Вот все, я палец отпустил, допустим, взял. Ну, может быть, если вы на опыте, в принципе, вам это и не пригодится, но когда у вас будет катка потная, поверьте, вам это пригодится ого-го, ого-го, каким образом. В идеале, если у вас это войдет в привычку, и вы будете бегать именно вот в таком стиле. Из питомцев я проходил, вот основной питомец это был питомец легендарный, плюс пассивные слоты занимали две улитки, которые у нас дают прибавку в виде, ну получается в сумме там 30% к нашему здоровью дает, да. То есть если мы берем с вами самого бронированного и самого живучего, то это прям такой мощный буст для вашего здоровья будет, точнее для здоровья вашего персонажа. Если, допустим, не получается пройти, ничего страшного в этом нет, это нормально, с этим сталкиваются абсолютно все. Я бы советовал сделать так, то есть вы не прошли, вернитесь немножко назад, пройдите там, к примеру, ну тут я уже беру оставшиеся книги, уже просто вот, не смотрю, поэтому не обращайте на это внимания. Вот. Если, допустим, не получается у вас пройти, вы просто... Авто не будет работать здесь, ну да. Вы просто откатываетесь назад на тот уровень, который у вас получалось пройти. Вот. И открываете там талант, к примеру, там 5 или 10 раз. То есть 5 или 10 раз вы открываете новый талант, то есть вы делаете прокачку, либо там, например, героя какого-то открыли, там кузницу ему смогли сделать.
вот, либо там глобальное усиление. И уже после этого вы снова пробуете это пройти. Если вдруг вы проходите и у вас там остается, к примеру, ну какая-то часть, там, не знаю, ну, допустим, третья волна и не хватает там, вот вы погибли, у вас там остается 10 секунд, и, допустим, вы много-много раз у вас не получалось этот уровень пройти, ну потратьте эти кристаллы, ничего страшного в этом нет, потому что бывают уровни, которые сложные, не получается их пройти. Вот, и это не жалко. По большей части окажется так, что следующий уровень, скорее всего, он будет легче, чем предыдущий, особенно если локация меняется. То есть здесь все зависит от насыщенности мобов и от вашего персонажа. Если ваш персонаж замедляет все, что за ним или там вокруг него, то в целом это уже половина успеха. То есть вы, значит, правильно сделали свой выбор. Сегодня в чате спрашивал ребят, кто на ком проходил, кто кем играл. Ну, вот, к примеру, я проходил за двух персонажей. Я их менял периодически. Не потому, что мне там надоедало, а потому что в силу вот особенностей прохождения главы, допустим, если мне надо было нанести огромное количество урона, то я играл чернокнижником. То есть у него вот эти летучие мышки, они наносили большое количество урона, и бес у него имел такую особенность, как замедление врагов. Бес у меня замедлял окружающих врагов на 70% в течение 5 секунд. Ну, я вам так скажу, я вот это замедление, я не видел, чтобы оно работало 5 секунд. У меня было ощущение, что оно работает постоянно. То есть это вот такой скрытый персонаж, Тихоня, который, может быть, у кого-то он есть, может быть, у кого-то его нет. Поэтому, если его нет, то рекомендую его открыть для прохождения кошмара. У меня просто, в принципе, альтернатив никаких и нету. То есть вот астральный маг у меня открылся совсем недавно. Он для прохождения кошмара, он требует прокачанной кузницы. Например, вот этот южный пацан этого не требует. Ему кузница толком-то и... Ну, нельзя, конечно, так сказать, что прям совсем не нужна. Она ему нужна. Вот ему нужны вот первые два вот этих вот уровня в кузнице. То есть это нужно для того, чтобы у нас снаряды самонаводились на проклятых врагов. И создавался один дополнительный снаряд посоха демона для каждого проклятого врага на экране. Каждый из которых нацелен на одного из проклятых врагов. То есть там, в принципе, кстати, проблема чернокнижника в том, что на андроиде он безумно лагает, особенно когда появляется много птиц. Вот эти стаи, которые летят. Но там, в принципе, можно и без этого обойтись. Вот когда вот эти стаи на меня летели, если за чернокнижника у меня не получалось в этих жутких лагах убежать или там как-то отвернуться от них, увернуться точнее, я пересаживался на темного паладина и там пару камней менял, и все, и встречал их вот так вот доблестно грудью за темного паладина, потому что у темного паладина есть вот такой вот навык. То есть у него души, которые он выстреливал, они 100% замораживали врагов. И, соответственно, когда вот эти птички летели, я их заморозил, обошел, они полетели дальше, мы с ними просто разминулись на темном паладине. У меня не было цели их как-то там убить, уничтожить. Мне нужно было просто, чтобы они меня не беспокоили. В этом плане темный паладин сделал свое дело, он сыграл свою великолепную роль. Также под конец, уже вот прям подчеркну, под конец у меня получилось открыть вот этот навык. Это, в общем, замедление. То есть я брал книжку брони, книжку жизни, книжку удвоения, книгу области и книгу скорости, чтобы души летали быстрее. И уже с замедлением я вот просто паладин, он практически раскрылся. Вот прям вот почти. Ему немножко не хватает для раскрытия. Для этого, чтобы он раскрылся, ему нужно
поднять 140 уровень, чтобы у него проникающий урон был получше. Плюс 4 проникающий урон. Ну, это просто фантастика. Это вот, мне кажется, что в целом можно за паладина играть на кошмаре. Но, опять же, они между собой, эти персонажи, они просто разные. То есть, если вот этот Боб Марли, он у нас идет про нанесение урона, он не дает к себе подойти, потому что у него без замедляет. А это замедление, оглушение и замораживание, забыл слово, замораживание, оно в принципе это в приоритете. Это вот отталкивайтесь от этих трех вещей. Плюс используйте бег, плюс используйте персонажа, который у вас более-менее живучий, у вас все должно будет получаться. То есть если вот этот Боб Марли у нас идет про урон, вот этот у нас идет просто вот, чтобы к нему никто не подходил. Область действия душ, которые летают вокруг него, она достаточно обширная, имеет большой радиус. И враги замедляются достаточно неплохо. Меня это радовало. Все, я их просто между собой чередовал. Карта коридорного типа я кем-то какие-то уровни я проходил за вот этого, за темного паладина. Какие-то уровни я проходил за чернокнижников. Все. Вот два персонажа, которые мне помогли. Ну, что могу сказать по экипировке? По экипировке это стандартный набор. Ну, после 120 уровня, скажем так, до 120 можно также бегать и, в принципе, и в этой же экипировке. Но если мы хотим быть покрепче, то полностью броню рыцаря просто ставим и все. То есть из всех доступных персонажей вам нужно просто определиться и найти того золотого чувака, за которого вы будете играть и за которого у вас будет получаться. Вот у меня выбор получился не совсем очевидный. Я вот спрашивал ребят в чате, кто за кого играет. С моей гильдии пацаны проходили за Стражи Щита. То есть там выживаемость просто великолепная. Вот он бежит, там кто-то его кусает, ему пофигу, он бежит дальше. Вот. Кто-то также проходит, я обращаю внимание, за темного паладина, но не совсем все гладко идет. В силу того, что кузница еще пока не прокачана, да. То есть паладин без кузницы это по сути тот же самый рыцарь, который просто не отталкивает. Вот и все. Он не нанесет огромное количество урона, он нужен именно для того, чтобы вот этими вот фишками пользоваться в плане кузницы, скажем так. У этого третья и четвертая кузница, она в принципе ему не нужна. Ну, речь идет о четвертой. Третья, конечно же, нужна для получения глобалки. Четвертая нет, она не нужна. Там в целом разницы вы никакой не почувствуете. И сливать там, открывать четвертую, пятую кузню на нем вообще абсолютно смысла нет. Для себя, для кайфа, если это мейн персонаж, можно это сделать, но вы разочаруетесь, потому что там открывается портал, который с включенным режимом видимости его вообще, в принципе, его просто не видно. И мало того, что он лагает, так он еще сильнее, наверное, будет лагать от того, что эта кузница открыта. То есть вы будете еще и при выборе книг и оружия, вы будете занимать вот этот дополнительный слот, потому что удвоение на нем, ну, обязательно нужно брать. То есть у меня набор книг по ним, в принципе, в целом ничем не отличался. И набор там экипировки и самоцветов. По самоцветам тоже, ну, повторюсь опять, ничего сложного. Продолжительность заряд ульты, слабость, уязвимость, снаряды. Ну, передвижения нет. Передвижение после 120-го, оно уже не актуально. То есть я вот так вот брал. Заходим сюда, показываем и смотрим. Довели перезарядку. Ну и свободный слот я вот на область эффектов воткнул. А все почему? Потому что если мы с вами перейдем на 120 уровень в кошмаре, да, на 121 и зайдем вот сюда, мы с вами увидим, здесь появляется кнопка «Перезаписать». Скорость передвижения равна 9. Ну, я так подозреваю, что это 9 метров в секунду. То есть какой бы медленный персонаж у вас не был, каким бы быстрым он также не являлся, он
все равно после 121 уровня будет бегать со всеми на равных. Скорость его передвижения будет либо повышаться, если она маленькая, либо понижаться, если она большая. На 120 уровне такого критерия, такого модификатора нет, поэтому мы и пользуемся этим отсутствием этого модификатора, точнее, ну вот такого вот ухудшения, скажем так, и используем камни на передвижение. То есть мы стараемся просто пробежать. Дальше по картам коридорного типа. Здесь тоже как бы интересный такой момент, и нужно постараться именно совместить вот эти вот характеристики по выживанию и характеристику с нанесением урона. Если какого-то элемента из выживания или урона вам не будет хватать, то, скорее всего, вы не пройдете, пока вы не качнетесь. То есть у вас что-то должно преобладать. Естественно, нужно пробовать, нужно пытаться, нужно смотреть, изучать персонажей. Чернокнижника я открыл для себя вообще случайно. Я сбегал, мне понравилось, ребята удивились. И как бы я пошел. И до конца вот я прошел все вот эти вот уровни практически, ну вот там, не знаю, процентов 70, наверное, я прошел за чернокнижника. Если он у вас есть вместе с темным паладином, я вас могу прям вот заочно поздравить, что я больше чем уверен, что вы пройдете. Без красных шмоток в кошмар лезть можно, но будут какие-то трудности, проблемы. Если, допустим, не будет получаться, то тогда уже, ну, подождите, когда у вас откроются красные шмотки. Вам нужны будут вот эти дополнительные плюшки, которые даются на красных шмотках. Они вам очень сильно пригодятся. Пробуйте, пытайтесь, ничего в этом страшного нет. Поначалу мы там делали какие-то неправильные вещи. Спасибо Spudi-L5. Помог очень сильно в этом плане. Я ему прям благодарен. Потому что прохождение кошмара это просто нереальный буст аккаунта в том плане, то что и сфер сыпет, и монет тоже, а монеты это таланты. Плюс рунные камни падают для того, чтобы вы открывали порталы. Я вот пока проходил кошмар, я всех своих персонажей довел до 3 звезд. Благо у меня была такая возможность, в общем, это сделать. Там спасибо одному игроку за алмазный пропуск. Вот. Я там ставил шарды, которые мне нужны, соответственно, в списке желаний. И доводил всех героев до 3 звезд, чтобы дотянуть их уже до 120 уровня и получить глобальное усиление. Там под конец, на последнем уровне, по-моему, если не ошибаюсь, около 80 рунных камней. Вот просто 6 минут пробежать, 80 рунных камней. Да, единоразово, но представьте, ребят, 280 уровней. По-моему, это очень-очень много. И проходить с алмазным пропуском, в принципе, это прям идеальный вариант. Так, ну и что еще? Что еще? Да в целом ничего сложного, пробуйте. Ищите того персонажа, который у вас пройдет. Самое главное знать, как бегать. Сложного абсолютно ничего нет. Пытайтесь, старайтесь, все должно получиться. Главное, вот одевайтесь правильно, выбирайте вот это снаряжение. И да должно все получиться. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Надеюсь, я вам помог. Научитесь правильно бегать. И, кстати, вы можете научиться, ну, попробовать, по крайней мере, научиться бегать именно через вот этот вот проб. То есть через тренировку, чтобы вам и энергию не тратить, и вот просто понять. Нужно понять вот этот принцип. Если вы будете бегать неправильно, и у вас с правой стороны будут эти враги у вас они будут выбегать, то вам это не понравится более чем. Так, ну и в принципе-то и все. Всем
Спасибо, кто посмотрел. Всем пока. С вами был Импреза.